привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу стильный шопер авоську. Очень вместительный и легкий. Мне потребуется всего 220 грамм пряжи. У меня карамель Baby. Характеристики нити: в 200 метрах 150 грамм. На готовое изделие уйдет чуть меньше, чем 2 мотка нити. Я использую крючок 3 мм. Приготовила маркеры, сантиметровую ленту. На каждом этапе озвучу размерность, количество петель и рядность, чтобы вы легко связали свою сумку из любой пряжи. Свою скидку на приобретение инструментов и материалов вместе с ссылкой оставляю в описании под этим роликом. Сумка вяжется очень просто, без соединения рядов по спирали. Проще не придумать, получится даже у новичка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю. Для начала вязания необходимо набрать число петель кратное 3. Я набираю 60 воздушных петель. Количество петель набора заложит ширину изделия. Я набрала 60 петель и сейчас маркирую третью петлю от крючка. Первая, вторая. В третью заднюю перемычку вставляю маркер. Отсюда начнется ряд. То есть ширина изделия меряется от маркера и получается около 28 сантиметров. Если вяжете из другой пряжи, можете ориентироваться на мерки в сантиметрах. По основанию я отступила. Теперь для подъема на следующий ряд набираю еще 5 воздушных петель. 3, 4, 5. Готово. Таким образом, маркер вставлен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 точку. Накид. Удаляю маркер. И в эту точку провязываю столбик с одним накидом. Готова первая ячейка узора. Теперь 2 воздушные, первая, вторая. По основанию пропускаю 2 точки. В третью заднюю перемычку вставляю крючок, делая накид, и провязываю столбик с одним накидом. Далее все то же самое. 2 воздушные. По основанию пропускаю 2 точки. В третью провязываю столбик с одним накидом. Исходя из того, что у меня набрано 60 воздушных петель, у меня получится 20 ячеек узора. Вяжу так до конца ряда. И последняя, 20-я ячейка заканчивается столбиком с накидом в последнюю точку. Готово. Теперь перехожу на следующий ряд. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель подъема. Переворачиваю вязание, накид, вставляю крючок в точку, которая соответствует столбику с одним накидом прошлого ряда. Эта точка находится прямо над столбиком. И провязываю еще один столбик с одним накидом. Первая ячейка второго ряда связана. Снова 2 воздушные петли. Пропускаю цепочку из воздушных петель по нижней части и столбик с накидом в верхнюю часть столбика прошлого ряда. То есть столбик с накидом каждого ряда провязывается ровно над столбиком предыдущего ряда. Снова 2 воздушные, накид и столбик с одним накидом в намеченную точку. Так поворотными рядами вяжу ряд за рядом, навязывая ширину донышка сумки. У меня ориентировочно 10 рядов. То есть донышко будет 20 ячеек на 10 ячеек.
Продолжаю вязать подъемные петли в конце, начале каждого ряда в количестве 5 воздушных петель. Я в конце второго ряда, и здесь у меня цепочка из воздушных петель. Я уже провязала 2 воздушные, делаю накид, вставляю крючок в третью точку по цепочке. Ориентируюсь по лицу, первая, вторая, задняя перемычка третьей точки и провязываю столбик с одним накидом. Так завершается ряд. Снова 5 воздушных петель, переворачиваю вязание, накид и первый столбик в текущий столбик предыдущего ряда. Так продолжаю ряд за рядом. Моя заготовка размером 20 ячеек на 10 в сантиметрах, это 28,5 на 10,5 сантиметров. Еще немножко донышко увеличится за счет следующего ряда по периметру. Итак, перехожу к этому ряду. Подъем 5 петель, 3, 4, 5, накид. В следующий раз вставляю крючок в точку соединения ячеек и провязываю столбик с одним накидом в эту точку. Готово. Далее все то же самое. 2 воздушные, точка соединения ячеек, в эту точку столбик с одним накидом. То есть продолжаю вязать тем же узором, но уже по периметру прямоугольного донышка. Так, сейчас дохожу до угла. На углу будет сразу 2 ячейки со столбиком в центральную точку. На всякий случай, как точку отсчета, маркирую место, где я перешла на вязание по периметру. Вставляю маркер здесь, чтобы ориентироваться при вывязывании ручек, так как вязание будет без соединения рядов по спирали. Здесь у меня угловая точка, 2 воздушные петли. Так как здесь 5 воздушных, в третью я вставляю крючок и провязываю столбик с одним накидом. Получается, это вершина угла. Снова 2 воздушные и перехожу на следующую сторону, провязывая столбики в соединение моих секций, соединение узора. Так продолжаю до маркированной точки. Мое донышко еще немного увеличилось, и я подхожу к маркированной точке, где перехожу на спиральное вязание. То есть вязать далее буду без соединения рядов. Маркер я оставляю, просто переодену его в более удобную точку. Последняя ячейка ряда, 2 воздушные, и здесь угловая ячейка, провязываю в угол последний раз. Далее количество ячеек меняться не будет. 2 воздушные и ровно столбик с накидом над столбиком с накидом. И соответственно вяжу я по лицевой стороне. То есть стенки у меня поворачиваются в эту сторону на рост глубины. Около 60 ячеек у меня по периметру. И теперь я продолжаю вязать ряд за рядом на необходимую глубину.
У меня связано 29 рядов. Сейчас я вяжу 30 ряд на пути к маркеру, который вставила, когда переходила на вязание стенок. То есть окончание ряда у меня где-то здесь. Но я уже наметила точки для вывязывания ручек. То есть вывязывать ручки я начну немножко раньше, для того, чтобы был незаметен переход от ряда к ряду, так как я вяжу по спирали без соединения рядов. На этом этапе глубина изделия 32 сантиметра, не считая донышка. Вместе с донышком 36. Не навязывайте слишком глубокое изделие, так как оно еще вытянется под тяжестью того, что в него положится. Итак, у меня здесь маркер. Между маркерами 10 ячеек. Я отцентровала маркеры с одной и с другой стороны. Между ними одинаковое количество ячеек. 2 воздушные. Последняя точка, столбик с одним накидом. И вывязываю цепочку из воздушных петель по желаемой длине ручки. Я хочу плечевую ручку, поэтому вывязываю достаточно длинную. Длина ручки получается около 60 сантиметров. Делаю так, чтобы не было перекрута. Выравниваю мою цепочку из воздушных петель. И закрепляюсь в намеченную точку столбиком с одним накидом. Снова 2 воздушные. И продолжаю вязать до следующей маркировки, где вывязываю ручку точно такой же длины. В идеале просчитать количество петель, которые у вас получились. Две ручки вывязаны, и теперь в боковой части после второй ручки мне нужно свести ряды на нет. У меня остается 2-3 ячейки до этой точки, где можно максимально незаметно уйти от вязания ячеек. 2 воздушные провязаны, накид, провязываю в следующую точку полустолбик. Далее снова 2 воздушные. Следующую точку столбик без накида. И далее уже можно перейти плавно к обвязке. В каждую ячейку я буду провязывать 2 столбика в окошко и 1 столбик в основании, в ту точку, где ранее провязывала столбики с одним накидом. Снова 2 столбика в ячейку и 1 столбик над столбиком предыдущего ряда. Так мне нужно провязать по кругу, пока ряд не замкнется. При этом ручки мне нужно сейчас утолщать. Сейчас вяжу столбики без накида до первой ручки. Провязываю последний столбик. Такой край изделия у меня формируется, и перехожу на вывязывание толщины ручки. Вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и провязываю столбик без накида в каждую следующую точку. У меня таких точек около 100. У вас в зависимости от длины ручки и толщины пряжи. Столбики без накида по всей ручке, стежок за стежком. У меня завершается первый ряд обвязки. Остаются последние ячейки. И далее я перехожу на соединительные петли. Последние 2 петли. И дальше соединительная в заднюю полупетлю. Итак, вяжу соединительные до первой ручки.
У меня остается последняя петля по полотну и следующая, первая по ручке. В эти петли я вставляю крючок за обе дужки, вывожу первую, вторую петлю и провязываю их вместе. Так формируется красивый угол перехода от полотна к ручке. Дальше столбики без накида в каждую точку за обе дужки кромочной косы. Здесь я еще навязываю толщину ручки. При спуске с ручки также провязываю 2 петли спуска вместе. Далее перехожу на соединительные в заднюю полупетлю, чтобы край был везде одинаковый. У меня остается последние 2 стежка соединительных. Укорачиваю нить и делаю незаметное соединение. Вытягиваю ее полностью. В следующий стежок обвязки ввожу крючок за обе дужки, увожу туда и возвращаю в исходную точку. Прячу на изнанке. Размеры готового изделия: ширина 37 сантиметров, глубина 40 сантиметров. Конечно же, размер вашей сумки будет зависеть от количества рядов и петель донышка. Ориентируйтесь на мои размеры и можете связать изделие больше или меньше. Прекрасное решение для тех, кто любит вместительные и невесомые модели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!